Елена Войтенко в своих воспоминаниях, оставленных детям, рассказывает о сложных обстоятельствах, которые заставили их семью покинуть Украину в 1930-е годы. Наше село было разорено. После всех бедствий, которые нам принесла война, не осталось ни работы, ни хлеба. Поля уже не давали урожая, а каждый год становился хуже предыдущего. Постоянная нехватка еды и ресурсов превратили нашу жизнь в борьбу за выживание. Мы с Петром много раз думали, что делать дальше. Ведь дети страдали от голода и болезней. Польские власти обещали нам работу и дом в их новой стране. И хотя это звучало как риск, мы решили, что это был наш последний шанс. Переезд в Польшу был полон опасностей и тревог. Путь был нелегким. Мы знали, что переселение может быть опасным, особенно для нас, украинцев. Но оставаться в селе было еще более опасно. Голод и страх перед властью убивали все. Мы продали последние вещи, чтобы заплатить за билеты на поезд. Мы ехали через ночи, сквозь холод и голод, не зная, что ждет нас на другой стороне границы. Постоянно мучила тревога. А вдруг там не будет работы, и все окажется ложью? Когда они прибыли в Польшу, их первые ощущения были смешанными. Радость от того, что они избежали голода, смешивалась с чувством неизвестности. Польша встретила нас холодной осенью. Мы чувствовали облегчение. Наконец-то дети получили хоть какой-то хлеб и крышу над головой. Но в сердце жила тревога. Мы были чужаками на чужой земле, и это ощущалось сразу. Многие поляки не доверяли нам. Мы часто слышали насмешки и недовольство. Работу нам давали тяжелую и платили мало, но даже эта возможность была спасением. Адаптация проходила медленно, но они старались найти свое место в новом обществе. Жить в новой стране было сложно. Мы не знали польского языка и первое время общались с местными через жесты или обрывки слов. Наши соседи не сразу приняли нас. Местное население не всегда было дружелюбно к переселенцам, и нам приходилось доказывать свою честность и трудолюбие. Но с каждым месяцем мы постепенно начали налаживать жизнь. Петр нашел работу на фабрике, а я работала в поле. Мы привыкали к новым условиям. Несмотря на годы, проведенные в Польше, мысли о возвращении на родину не покидали их. Мы часто вспоминали Украину, особенно в теплые летние вечера, когда садились ужинать всей семьей. Дети спрашивали о наших родных краях, о том, почему мы не сможем вернуться. Но с каждым годом все становилось яснее. Возвращение не было возможным. Дом, который мы покинули, давно разрушен, а жизнь, которую мы там знали, уже исчезла. Нам оставалось только двигаться вперед и надеяться, что здесь, в Польше, мы сможем построить что-то новое, хотя сердце всегда оставалось с Украиной.